Говорят, что ковбой не может жить без горизонта. Но что, если однажды этот горизонт сменится на башни из стекла и шатры из стали? Сегодня я покажу вам, как степь превратилась в город будущего. Это мой путь по Астане, сквозь ветер, легенды и мечты. Сегодня я здесь, чтобы доказать, свобода не кончается там, где начинается город. В который раз я убеждаюсь, что нет ничего лучше, чем сон в дикой природе. Я забрался повыше, недалеко от города Курактау. На высоте редко встретишь мошек, каких-то жуков. Здесь спится легче. Ничто не мешает, не тревожит тебя. Воздух свежее. Сегодня на ужин у меня питательный деликатес. Я покупаю копченые колбаски из индейки. Хороший состав, чтобы подпитать организм. Лучше, чем топтать булочки или какую-то заморозку. Завтра утром я отправлюсь на большую дорогу. Нужно поймать попутку до Оренбурга. Это будет последний город в России перед большим турне в Казахстан. Сегодня я убедился в том, что не стоит загадывать на будущее. Судьба сама преподносит тебе нужных людей, которые помогают в твоем пути. Вечереет, и солнце опускается в закат. Скоро здесь станет темно. Буду готовиться ко сну. Сегодня был тяжелый день. Посмотрим, что принесет судьба мне завтра. Непростая дорога завела меня в Троицк. Кажется, я уехал наконец-то от этих пасмурных дней и приехал к хорошим солнечным дням. Отправляясь в сторону трассы до Костаная, нужно найти хорошего человека, который меня подбросит на автомобиле. Костанай, 170 километров. Казалось бы, совсем недалеко. Да и после таможни ноги уже позволяют идти в любую сторону. Я даже не представлял, что меня встретят с таким дружелюбием и теплотой в соседней стране. Каждый жал мне руку, фотографировал, этикетку говорил: найду тебя на YouTube-канале, подпишусь. Ну что, надо ловить попутку и добираться. Добираться как можно скорее до города. Первым делом, проснувшись в Казахстане, каждый уважающий себя иностранец должен сделать себе Каспи-карту. Хотел бы я, чтобы дождь перестал меня преследовать, но, видимо, это какое-то проклятие. Ну вот, я получил талончик, мне нужно сдать биометрические данные, и я получу свой ИНН, который смогу использовать для получения карты. Знаете, я сначала увидел, как быстро меняются номера на табло, и подумал, что не займет это много времени, буквально пару минут, и я дождусь своей очереди. А так уже минут 20 стою. Так, ну теперь ситуация-то улучшилась. Я сделал регистрацию буквально за 3 минуты. Меня сфотографировали, отсканировали паспорт и спросили номер телефона. Вот и все, что нужно было сделать. Только дождаться свою очередь. Теперь я буду ожидать свой номер ИНН по СМС в течение дня, наверное, и он уже придет. Как незаменимый иностранный специалист, я даже не думал, нужно ли брать с собой деньги в Казахстан или не нужно, и как мне их тут снимать. Нашел решение очень просто. Написал в Тинькофф Банк, говорю, что да как.
Они говорят, приходи, есть список банков, ВТБ один из первых. Приходишь, вставляешь карточку, снимаешь тенге. Я снял свои 60 тысяч тенге, мне этого хватит на всю неделю. Я думаю, это вообще одна из немногих систем, которая принимает карты МИР. Потому что я старался здесь оплатить карточкой, и ничего не вышло. Я думал, что с первого раза решил все свои проблемы, связанные с нахождением в Казахстане и операциями для банков и сим-карт. Оказывается, нет. Поэтому кем бы вы ни были, если у вас нету документа казахского образца с вашей фотографией, каким-то номером, то вы делаете электронный ключ на такую флешку и подписываете им все документы через компьютер. Итак, я вам раскрою правду. Значит, вся процедура для получения этой флешки заняла у меня где-то часа полтора. Флешку принес свою, она полностью пустая, но если что, ее форматнут. Второе, на нее записывают сначала заявление, затем отправляют вас получить талон направления к оператору. Оператор вас фоткает, подтверждает заявление, отправляет обратно в очередь, которая без талонов. Делов на самом деле минут на 3-5, чтобы выполнить все процедуры, но отстоять в очереди и дождаться своего момента занимает 1,5 часа. Друзья, свершилось, у меня наконец-то появилась своя карта Visa Gold от Kaspi. Я сделал ее буквально за 5 минут, зайдя в отделение банка. Все, что мне нужно было, это показать свой паспорт, регистрацию, ИИН, и вроде бы все. Буквально 5 минут меня внесли в базу и сказали, что год я могу пользоваться ей бесплатно, а затем уже следующий год будет стоить всего лишь 200 российских рублей или 1300 тенге, что-то в таком духе. Этот год я смогу пользоваться пластиком, и у меня будет номер карты, на который можно будет делать переводы. А через год пластик, если его не подойти в отделение и не продлить, исчерпает себя, и останется только счет в банке, на который тоже также могут приходить деньги и с него делать переводы. Я уже сделал свою первую покупку и купил пепси-колу, так что карта проверена, все работает. Уверен, что будет работать также и в других городах. Мое знакомство с Астаной началось с Хан Шатыра. Представьте себе, огромный шатер посреди города. Но это не просто шатер, внутри настоящий город. Магазины, кафе, парк с пальмами и даже аквапарк. Все под куполом этого гиганта. Этот шатер спроектировал знаменитый британский архитектор Норман Фостер. Тот же самый, что придумал знаменитый лондонский небоскреб «Огурец». Хан Шатыр символизирует кочевую историю Казахстана. Правда, теперь здесь не кочевники, а туристы и горожане. Ковбой вроде меня чувствует себя здесь пришельцем. Но мне нравится искать что-то новое среди старых традиций. Сейчас я стою у главного входа. Стеклянные двери открываются, как створки огромной юрты. Входная группа здесь не просто двери и стены. Это прозрачный фасад, натянутый словно парус с помощью тросов и креплений. Говорят, что здесь особый климат. Зимой здесь всегда лето, а летом прохладная влага от кондиционеров спасает от горячего степного солнца. Главный вход ведет напрямую к просторному атриуму, где вы сразу же увидите, как свет проходит через слоеный полимерный купол, который рассеивает лучи жаркого солнца, создавая приятную и мягкую атмосферу. На верхнем этаже я нашел игровой клуб со старыми автоматами. Купил карточку за 300 тенге, накинул на нее немного денег и теперь буду играть в свои старые игрушки. Так, надо стрелять по гранатам или меня разорвет, да? Кажется, я успел отстрелить их все. Рэмбо стрелял из лука, но я из автомата справляюсь. Здесь однозначно можно зависнуть на весь день. С этими игровыми автоматами не соскучишься. Ну ладно, это было здорово. Отсюда видно все. Да, ну вот представь, вот так сидишь повыше. Хорошо, что я сегодня не позавтракал, потому что весь завтрак бы полетел вместе со мной вниз.
Я решил дальних маршрутов не искать, а пойти сразу же к самой высокой башне в Астане – Байтерек. Как вы видите, она находится сразу после выхода из торгового центра Хан Шатыр, поэтому не пропустите. В Астане и вправду есть что-то необычное, чарующее, волшебное. Когда проходишь по центру города, смотришь на эти новостройки, огромные небоскребы, красивую архитектуру, местную идентику и понимаешь, не зря люди старались, и вправду эффект есть. Я посылаю импульс любви и добра всем моим подписчикам. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки на этот канал. Говорят, что по легенде эта башня представляет из себя древо жизни, на вершине которой находится стеклянный шар, символизирующий яйцо мифической птицы Самрук. Попасть на самый верх можно без проблем. Рядом есть касса, в которой продаются билеты. Однако очередь на самом деле расстилается на несколько десятков человек. Придется отстоять, чтобы прокатиться на лифте в золотое яйцо. Нехитрая дорога привела меня к пирамиде мира и согласия, странному сооружению посреди казахской степи. Говорят, эта пирамида – символ единства и согласия всех народов. Внутри пирамиды находится зал, где собираются лидеры разных вер. Они садятся за круглый стол и ведут беседы о насущем. А сверху витражи пропускают солнечный свет, будто напоминание, что вера у всех одна, если смотреть выше облаков. Я прошел вокруг, потрогал гладкий гранит. Посмотрел, как солнце играет на стеклянных гранях. Пирамида стоит спокойно и гордо, как маяк согласия среди бескрайних ветров. Казахстан здесь показывает себя таким, каким он хочет быть. Местом, где встречается степь, будущее и старая мечта о мире между людьми. Теперь мой путь лежит в самый большой музей Казахстана – Национальный музей в Астане. Снаружи он напоминает огромный футуристический корабль с голубыми стеклами. Но внутри я смогу увидеть всю историю Казахстана, от древнего кочевничества до его независимости, наступившей в декабре 1991 года. Поднимаешься по широким ступеням, и вот он, огромный атриум, а над ним золотая птица Самрук. Говорят, что именно он охраняет все казахское небо и тех, кто хочет послушать, о чем шепчет степь. В залах музея спрятано больше 1,5 миллиона экспонатов. Здесь можно встретить древние украшения, керамику, оружие и то, что связывает кочевую культуру с современным Казахстаном. Традиционные наряды, расшитые вручную, отражают богатство культуры и самобытность каждого региона страны. Особое внимание привлекают костюмы кочевников, сдержанные, но изысканные, идеально приспособленные к жизни на коне. А кони — это не просто животные, а символ свободы. Их изображения, фигуры и снаряжение занимают особое место в экспозиции, напоминая о великом кочевном наследии. Всем известно, что конь знает дорогу лучше карты. Это не просто транспорт, это друг и сила. Каждый казах учится с детства сидеть в седле, так же уверенно, как и ходить по земле. Здесь же древние украшения выполнены из серебра и золота. Они не только подчеркивали статус, но и передавались из поколения в поколение, как семейные реликвии. Хочу сказать, что Национальный музей – это не просто путешествие сквозь века. Это голос предков, застывший в бронзе, ткани и коже. В одном из самых впечатляющих залов музея вас ждет встреча с глубокой доисторической эпохой. Здесь, под мягким светом витрин, возвышаются кости мамонта, гиганта ледникового периода, когда суровый климат формировал первых обитателей казахских земель. Рядом останки динозавров, напоминающие о временах, когда степь еще спала под шумом древних лесов и морей. Огромные челюсти, когти, окаменевшие скелеты. Каждый экспонат словно возвращает нас на миллионы лет назад. Среди современных экспозиций особое внимание привлекает зал с масштабной миниатюрой столицы. Перед вами точная копия города, где каждая улица, здание и площадь воспроизведены с ювелирной точностью. На макете отчетливо виден главный проект. Прямая линия, пересекающая сердце Астаны, символ устремленности вперед и стремительного развития.